Та, которая изменит все в вашей жизни. Кто же она? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. С вами Вика, как всегда. Настраивайтесь на расклад. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться, конечно же, с друзьями. А для начала, мои любимые мальчишки, давайте-ка посмотрим вашу сигнификацию, в каких вы энергиях, кто вы. Так, мои хорошие, что я могу вам сказать? Знаете, я бы начала с того, что вот жизнь вас научила иногда выпускать колючки. Знаете, вот по своей такой душевной организации вы человек добродушный, вы человек семейный, и вы на самом деле очень чувствительный и ранимый. Но из-за того, что вас очень часто испытывала злодейка судьба, особенно часто вас испытывали женщины. Конечно же, это были любимые женщины, которые, ну, со временем, наверное, да, превращались в фурию, гарпию, и порой вы думали, боже мой, с кем я, да, ведь ты была совсем другая. Давайте сделаем маленький опрос. Напишите, ребят, все, только пишите обязательно, да, это очень важно, плюс мне интересно читать, что вы пишете. Вот реально ваша женщина, которая либо была в вашей жизни, либо та, которая сейчас рядом, она изменилась сильно от начала и до конца ваших отношений. Вот напишите, пожалуйста, это очень интересно. Вы человек, который, ну, наверное, слишком много страдали в своей жизни. У каждого это будут свои, конечно же, страдания. Кто-то переживает, ну, у вас вообще такая душевная организация, да, как я уже сказала, вы впечатлительный, вы ранимый, вы можете переживать даже из-за каких пустяков. И, в общем-то, да, несмотря на то, что вы мужчины, да, в этом ничего страшного нет. И не обращайте внимания на те высказывания, которым мальчиков приучают с детства, что мужчины не плачут, ты должен быть сильный. Да ничего подобного. Иногда и мужчины могут и прослезиться, и могут и огорчаться. Да, мужчины не плачут, мужчины огорчаются. Но тем не менее, вы тоже живые люди, вы тоже имеете свои эмоции, чувства и периодически, да, страдали. Так вот, я вам скажу, что у некоторых может проиграться, что вот вы можете даже, ну, испытывать такие ощущения, либо же иметь мысли, что вот за что мне это все, да? Вот сколько испытаний. Вот решили одну проблему, подкатила другая. Решили эту проблему, еще что-то произошло. Либо же по несколько проблем одновременно. Вот пишите, ребят, у кого были подобные ситуации. Вот как будто, ну реально, как будто вот что-то вам сделано, да, могут также у кого-то быть из вас ощущения, да, либо же мысли, что, ну, может быть, кто-то порчу навел, да, почему эта черная полоса не заканчивается. То есть я не говорю, что это у всех поголовно было, да, либо же у кого-то сейчас такой вот период небольшой, да, когда кажется, что все, земля уходит из-под ног, все рушится, все идет не по плану, все не получается. Либо же вы уже переживали такой период, не забываем, что это общий расклад, поэтому переворачивайте под себя. Женщин вы любите, конечно же, ну таких красоточек, да, для вас важна внешность, вы обращаете внимание на внешность, на фигуру, но как-то вам все больше попадаются королевишны. У кого-то может даже проиграться, что эти женщины либо одного типажа, у кого-то может быть даже имена одинаковые, да, вот как бы парадоксально не звучало, да, ну и смех и грех, что называется. Вот знакомишься с женщинами, первая жена Наташа, допустим, вторая жена Наташа, там третья, ну даже если не жена, то просто отношения. Тоже такое может у вас проигрываться. Вы человек, который, ну опять-таки у нас, знаете, вот из расклада в расклад некоторые моменты переходят, да, если вы заметили. То, что вы семейный человек, ну как минимум вы ориентированы на серьезные отношения. Хорошо, мы отбросим слово брак, да, потому что некоторых оно может раздражать просто. Но то, что вы ориентированы на серьезные отношения, это 100%. Почему-то вас все чаще начинает одолевать тоска, грусть. У кого-то может накрывать от одиночества, да?
Одиночество, да. Для вас такая, знаете, непосильная ноша. Из-за этого одиночества, из-за того, что вы не можете устроить свою личную жизнь с новой женщиной, да, может быть, даже у кого-то длительный период, вас уже и тяготит эта ситуация, вас она огорчает, и вы реально, ну, как будто в тупике, да, почему вот я и говорила, что могут даже мысли быть, да что ж такое, может быть, мне кто-то сделал какую-то магию, что-то такое, да, потому что, ну не кончается вот эта вот черная полоса, особенно с женщинами. Что я вам могу сказать, мои хорошие? Сейчас еще посмотрим. В вашем окружении есть люди лицемерные. И я бы вам советовала еще обратить внимание, особенно какая-то женщина. Опять же, поскольку общий расклад может проиграться, у кого-то это женщина, которая сейчас рядом, да, может быть, вы пребываете в токсичных отношениях. Либо же это может быть даже у кого-то проиграется новое знакомство, но женщина с вами не искренняя, а ищет какую-то выгоду. У кого-то это может проиграться, просто переворачивайте под себя, ребят. У кого-то может проиграться, что вы были с такой женщиной, и вообще у вас, знаете, даже в окружении. Вот я делаю акцент, чтобы вы промониторили свое окружение, потому что и мужчины, и женщины не очень искренне к вам относятся. Я не говорю про всех, но есть такие отдельные, такие особи, назовем их так, которые вам даже завидуют. Понятно, что у каждого это своя зависть. Кто-то завидует вашей внешности, кто-то завидует достатку, там, машинам, либо еще. Ну, знаете, человек может завидовать чему угодно. Ему главное дать повод. А там уже он сам решит, какая зависть у него будет. Поэтому, знаете, вы еще можете даже грустить, потому что вот чем старше вы становитесь, вы все больше разбираетесь в людях, да, вот на ошибках своих вы учитесь. И вы понимаете, что настоящих друзей либо же у вас очень мало, либо раз-два и обчелся, и поделиться особо не с кем, да, вот, ну, чтобы так по душам. Либо же у вас вообще недоверие к людям, да, что вы, может быть, даже, ну, никому до конца не открываете свою душу. Поэтому печалька, ребят, даже как-то, вот знаете, мне немножко взгрустнулось. Все больше вас накрывает, все чаще накрывает, но опять-таки тотальное одиночество, как я уже сказала. Не с кем быть, да, в паре. Нет таких вот, ну, либо же очень мало таких надежных, верных друзей. А любому человеку хочется, ну, просто кому-то, знаете, вот прислониться, пригреться. Даже самому сильному мужчине хочется иногда рассказать, как ему тяжело, как ему плохо, как ему больно, да. А когда это некому, ну, это реально тяготит. Итак, мои хорошие, давайте-ка посмотрим, какая же женщина все-таки изменит все в вашей жизни, да? Эта женщина однозначно одинока. Может проиграться она либо же в разводе, либо же вдова. Причем с этой женщиной, опять-таки, может у кого-то даже быть такой виртуальный, ну не то что роман, общение может быть, да? Это женщина среднего возраста, она может быть темноволосой, она может такая, знаете, с виду казаться, ну, гордой такой, может быть, холодноватой, она может общаться так немножко сдержанно. Поэтому даже если вы и общаетесь с ней, то, ну, как партнершу вы ее точно, ну, я думаю, не рассматриваете. Я думаю, многие из вас сейчас поймут, о ком идет речь. Это женщина, которая много потеряла в своей жизни. У нее как-то вот, знаете, у вас с ней тоже переплетаются в некотором плане судьбы. Она, знаете, вот как будто с нуля себя поднимала. Она сама себя вытаскивала из разных сложных ситуаций. У нее тоже был неприятный разрыв с мужчиной. Переживала точно так, как и вы, да, вот очень и очень тяжело. Эта женщина на самом деле не такая уж и хладнокровная, которая, ну, какой она может казаться.
Вот это ее такое вот хладнокровие, но это точно не от хорошей жизни. Она вот себя настоящую, она прячет очень и очень глубоко. Вот такая, какая она есть. Ну, наверное, единицы знают ее настоящую, да, только самые близкие люди, может быть, родственники, может быть, там подружки самые близкие. Потому что вот она как-то устала обжигаться. Да, она с вами общается, но я вам скажу, что это какое-то общение, может быть, даже поначалу общение ради общения. Потому что плохо, потому что ей точно так, как и вам, одиноко. Я не скажу, что она внешне вот супер раскрасавица, вот я бы так не сказала. Ну, такая среднестатистическая женщина, а плюс еще добавить ее такую немножко внешнюю сдержанность, то, конечно же, мужчины побаиваются таких женщин. Но на самом деле, я скажу, ребят, у нее очень тонкая такая ранимая душа, которую она прячет за вот этой такой маской хладнокровия. Что же будет у вас с ней, либо же нет? Смотрите, ребят, если вы думаете, что эта дама, опять-таки говорю, у кого-то может проиграться, что по интернету вы с ней общаетесь, у кого-то в жизни. Общий расклад не забываем. Если вы думаете, что эта женщина просто, может быть, для развлечений, да, вот она такая вся серьезная, грозная и так далее, ну тогда вы глубоко ошибаетесь. Нет. Она вот как будто за этой такой сдержанностью, да, вот когда она общается с мужчиной, ну, то есть и с вами она точно так общается, она как будто, знаете, присматривается, она, ну, так, знаете, не то чтобы тестирует, она изучает мужчину, она боится обжечься, и это нормально. Она довольно неплохо воспитана, она довольно умная, у нее очень хорошие такие повадки, она очень хорошая хозяйка. Единственное, что она боится обжечься в очередной раз. То, что вы ей понравились, это однозначно. Но опять же, за этой ее такой сдержанностью скрывается страх. Может быть, даже такой, ну, какой-то комплекс за этим спрятан, потому что, ну, когда один раз женщину обижали, да, когда женщине, может быть, даже говорили какие-то нехорошие вещи, да, вот ее прежний мужчина, то, конечно, она вот как в ракушку спряталась, да, и она боится вылезти оттуда. Поэтому она вот общается, но она как-то как будто прощупывает, да, вот стоит, не стоит. Здесь тоже полно сомнений, здесь полно а вдруг то, а вдруг все, да, ну, то есть вы это прекрасно понимаете, потому что вы, в общем-то, ну, похожи в этом с ней. Я вам скажу, что тот из вас, кто все-таки начнет с ней сближаться, с этой женщиной, я думаю, вы поймете, кто она. Вот именно по ее сдержанности какой-то, да, вы поймете, что это за женщина. Кто рискнет с ней сблизиться, да, вот вы поймете, какая она настоящая, но опять же со временем. Она будет вам точно так открываться постепенно. Вы найдете с ней общие интересы, какие-то общие, может быть, даже цели у вас будут общие. Потому что, смотрите, и вам хочется стабильных отношений, серьезных, и ей этого хочется. Но она же не будет из каждого утюга всем рассказывать, да, что вот я ищу себе мужчину. Она зажалась, она в страхах, она боится, да, но опять-таки, ей, конечно же, хочется, как и вам, любить и быть любимой. Когда вы будете более так тесно общаться с ней, ну, вы увидите, что откроется совершенно другая женщина. Вот она настоящая. Это очень такая трепетная, это очень чувствительная, это очень ранимая женщина. Это такое, знаете, подспорье любому мужчине. Она умеет себя прекрасно вести в отношениях. Она знает, как мудрая женщина, а она, в общем-то, довольно мудрая. Просто что, ну, ей делали больно, да? Она знает, как себя вести, она знает, как поддержать. Она знает, какие слова сказать, ну, чтобы утешить, да? И причем я вам скажу, что не исключено даже, что реально вы захотите очень быстро, да, вот с ней, ну, не то чтобы встречаться, а даже жить вместе. Да, какой-то период вы там потянете, да, но это не будет месяцами, годами.
вы очень быстро увидите ее настоящее лицо и как-то, знаете, увидите такую вот именно родную душу. Вот именно родная душа такая, она вас зацепит. Я вам скажу, что вы будете еще как-то вот сознательно, либо подсознательно анализировать, да, вот ее и ваших прежних женщин, там прежние отношения, может быть. И вы поймете, как те женщины, либо же женщина, которая была раньше с вами, как они проигрывают вот этой вот новой. Во всем проигрывают. И во внешности, и в каком-то таком, знаете, в человеческом ракурсе, что ли. Ну вот именно в качествах, в чертах характера. Ну я даже не знаю, вот как подобрать слова. Ну то есть проигрывают во всем. Вот это вот ее такая мнимая холодность, когда вы будете с ней общаться поближе, да, вот, она вот очень быстро улетучится. Вы почувствуете вот какую-то такую, знаете, даже может быть, ну, энергетическую, что ли, притягательность. Когда люди на одной волне, когда люди понимают, что у нас общие цели, у нас общие желания, у нас вообще в жизни много чего общего было, да, какие-то факты совпадают, какие-то жизненные истории, что-то совпадает, да, это людей очень сильно роднит. Поэтому, мои любимые мальчишки, я вам скажу, что эта женщина, которую вы, может быть, захотите приручить, да, хотя ее особо приручать не надо, потому что, опять же, как я говорила, вот это ее такая мнимая холодность, но это маска. За этой такой маской холодности на самом деле прячется очень и очень такая ранимая душа. Сказать, что вам будет хорошо, с ней комфортно, ну, это ничего не сказать. Когда люди на одной волне, ну, это здорово на самом деле, правда? Это потрясающе, когда есть о чем поговорить, когда есть о чем помолчать, да? Когда вы можете кайфовать от того, что просто вы держите за руку, ну, это здорово. И я думаю, каждый из вас хотел бы иметь и такую женщину, и такое ощущение. Просто вот, когда ты безусловно счастливый, когда тебе больше ничего не нужно, только бы вот просто она тебя держала за руку, да? Я вам всем желаю поскорее встретить такую женщину, чтобы вы реально просто балдели от счастья. Вот такой был сегодня у нас расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!